Наши куракинские чтения начались давно, еще в 2004 году, а проект стартовал в 2001 году, и, собственно, с тех времен, с тех пор, те, кто занимается Куракиными, они все больше и больше влюбляются в эту династию, открывают и новые страницы в их творчестве, в их жизни, в их прекрасных делах во имя служения Отечеству. И я рада, что наш проект, который был принят комитетом при правительстве Москвы, он, как говорится, по-прежнему живет и здравствует. И это приятно, потому что все мы знаем, какие катаклизмы происходят у нас в Москве даже, но тем не менее Куракины, как они жили с XI века и даже более того, с X века, вот и сегодня у нас на пороге уже 21 век, и они тоже так же живут и процветают. И более того, новые страницы их творчества и жизни все больше и больше раскрываются. Мы находимся в уникальном куракинском месте Москвы, равного ему нет на территории нашего города. Здесь на новой и старой басманных улицах находятся два дома, или, может быть, мы называем даже иногда их дворцами, семейства Куракина. Князь Александр Борисович Куракин жил на старой басманной, дом 21, но это громко сказано жил. Он, конечно, построил этот дом, но здесь фактически был очень мало. Этот дом принадлежал потом его наследникам, баронам Вревским, баронам Сердобиным. И этот дом оказался связанным, как считают некоторые исследователи, подземным ходом вот с другим домом Куракиных, который находился рядом вот здесь с нами, дом Степана Борисовича Куракина, и вот этот дом, построенный для военной богадельни фактически в XVIII веке по образу и подобию дома инвалидов в Париже. Ну а что касается вообще вот изучения исторического наследия здесь, в Доме национальности, я считаю, что, может быть, уже стоило обобщить как-то те труды, которые постоянно плодятся здесь по поводу проведения куракинских чтений, других исследований, которые давно же курирует здесь Жанна Борисовна Логашова, энтузиаст вообще изучения куракинского наследия. Может быть, стоило подумать о издании какого-то, такого представительского исторического альбома, посвященного этому дому князей Куракиных, этому роду. Это было бы достаточно интересно, по-моему, познавательно. В 1908-1909 году в Москве была создана комиссия, которая занималась подготовкой к чествованию нескольких дат. Дата 912 года, она шла параллельно дате или вместе с датами и преодоления смуты 1612 года, когда праздновали 300-летие, столетие Отечественной войны и 300-летие царствующего дома Романовых. Это было вполне понятно, этому посвящались различные мероприятия. И, конечно, война 812 года, известно, она не была длительная, и Москва непосредственно ощущала ее воздействие, сильное очень воздействие, понятно, пожар особенно, лишь с конца августа Бородинская битва до середины октября, оставление французами города. Поэтому октябрь, с августа по октябрь, это были самые известные московские события. Каждый год с 1812 года. Известно, что в июле 812 года император Александр I обратился к воззваниям к Москве. Наипервее обращаемся мы к древней столице предков наших, Москве. Она всегда была главою прочих городов российских. Она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу. По примеру ее, из всех прочих окрестностей текли к ней наподобие крови к сердцу сыны Отечества для защиты Онаго. В этом, в общем-то, воззвании еще до пожара Москвы, до Бородинской битвы, Москва, конечно, представлялась главным пунктом сосредоточения военных или околовоенных действий. Действительно, Москва, в которой раз в русской истории явилась как бы искупительной жертвой за Отечество. Со 2 сентября
то есть со дня оставления Москвы, по 12 октября Первопрестольная находилась в руках французов. В результате она оказалась сожженной дотла, но, как указывал император Александр I, в августе 1813 уже года, после войны, это была высочайшая грамота, данная столичному городу Москвы. Из поругания святых храмов ее возникло торжество веры. Подорванный злобою Кремль, обрушась, раздавил главу злобы. Так Москва и подвигами, и верностью, и терпением своим показала пример мужества и величия. И манифест, известный 25 декабря 2012 года, предполагал установление обетного храма, вокруг которого и разворачивалось главное действо во время праздников и воспоминаний Отечественной войны 12 года. Он был освящен в 1883 году, хорошо известно, но, может быть, вот это длительное строительство его, трудное строительство, десятилетия проектирования строительства напоминали десятилетиями москвичам разных поколений о героическом 812 году. И первым праздником, учрежденным в память избавления Москвы от нашествия, стал крестный ход. Конечно, проводились и праздники 1 сентября 812 года в Филях. Известно, что ежегодно 1 сентября день военного совета, который все знают, там построили усилиями общества хоругвеносцев у храма Христа Спасителя, воссоздана была изба, сгоревшая в 867 году. Сюда прислали копии икон Симеона Столпника, память которого приходилась на 1 сентября, Владимирской иконы Божией Матери, которая была вывезена и спасена во время, когда был Наполеон в Кремле, и Божией Матери Смоленской, в память о внесении чудотворным образом войск под Бородином. В Филевской церкви, вот были панихиды и литургии 1 сентября, Филевская церковь есть, не знаю, сейчас проводится или нет, ежегодно в Нижнем Спасском пределе такое действие. Но знаю, что я даже за долгие годы попыток проникнуть в избу, в общем-то, Кутузовскую избу, я так и не смог. Потому что она все время закрыта, либо заколочена, либо на ремонте. Не знаю сейчас в каком состоянии, может подскажут, открыта она или нет, проводится. И это было тоже очень важно. И, конечно, храм Христа Спасителя самым грандиозным церковным памятником был и церковь Параскевой Пятницы в Охотном ряду. Сначала в Парасковой Пятнице в Охотном ряду, там, где потом соорудили здание гостиницы «Москва», снесли, потом построили вновь, опять Москву, хотя бы часовенку какую-то упомянули. До храма Христа Спасителя эта часовня выполняла роль главного храма, где находились иконы, 14 особых икон в память побед, одержанных русскими войсками в 12-14 году. И я хочу сказать, что 11 октября 12 года в храме святого Епла, храм тоже снесен, к сожалению, в 1927 году, в этом храме не прекращалась служба во время пребывания в Москве неприятеля. И в первый раз было совершено благодарное богослужение по случаю оставления французами Первопрестольной. Еще был проект очень интересный. Вокруг храма Христа Спасителя поставить и памятники. Памятник Кутузова должен стоять был там. Памятник Барклаю де Толлу около храма Христа Спасителя. Памятник 4 императорам, при котором строился храм Христа Спасителя, там же. Вот. И, конечно, Кремль должен стать тоже народным местом празднования. Или околонародным, я не знаю, но во всяком случае, если Кремль не будет открыт в эти дни, это будет достаточно странно. Надо сказать, что сегодня вот эта конференция соответствует политике нашего правительства. Наши руководящие товарищи в стране говорят о том, что нельзя искажать нашу историю. Нельзя. История – это фактор формирования национального мышления. И если эта история будет искажена, то наше национальное сознание понесет тяжелейшие потери. И наш долг историков, и вот меня как фронтовика, участника боев за Берлин, моя фамилия висит у листа, я расписал на листах на стене, должно быть
должен обязательный долг наш показывать правду о событиях нашей истории.